Так что на этом этапе письменные извинения будут опираться на другие аннотации, чем раньше, а именно на исправления и опросы. У нас есть основные части головоломки, но нам все еще нужно соединить их вокруг рта. Мы можем видеть большую круглую повязку, идущую вокруг рта и области носа, которая затем переходит в другую круглую повязку внутри с квадратной повязкой над ней. Теперь мы можем начать сшивать их вместе. Но ты быстро поймешь, что они, вероятно, не совсем совпадают по количеству петель. В этом случае, с одной стороны, нужно добавить или убрать больше петель, так как мы не хотим без необходимости регулировать количество петель в области сочленения рта. Я добавлю еще один удар по носу. Я также сделаю линии аннотаций немного тоньше, чтобы они не так сильно загораживали обзор. Теперь у нас есть наш первый новый квадратный участок, закрытый двумя новыми опросами прямо сейчас в полных 5 опросах в качестве угловых точек. Теперь нам нужно соединить пятна на губах с теми, что были в последней строке для этого. Нам нужна еще одна петля на верхней губе, чтобы соответствовать количеству петель на другой стороне. Так как верхняя губа становится немного тесноватой, слегка поверните петли, чтобы усреднить их положение, а затем с помощью F, чтобы добавить. Просто заполните недостающие черты лица. Теперь 25 опросов вроде как видны, но чтобы помочь с визуализацией патчей и опросов, я могу порекомендовать отметить границы патчей так, как кажется, чтобы выбрать контуры краев от полюса к полюсу и с контролем. И выберите отметку, а также убедитесь, что швы включены в накладках, если они не видны. Примечание: после записи этого я на самом деле допустил здесь ошибку, потому что я разместил опрос немного не так. Заплаты плохо закрываются сами по себе, так как это квадратная заплата. Это не так уж плохо. Но постарайся, чтобы этого не произошло, особенно для круглых патчей, которые будут закручиваться, если их не закрыть должным образом. Просто продолжайте заполнять остальные лицевые петли, чтобы соединить подбородок с ртом. Другие соседние петли тоже можно просто соединить мостиком, как ту, что на глазнице. Просто убедись, что количество петель в этом случае одинаковое. Опять же, лучше не добавлять больше ненужных петель в область сочленения глаз, чтобы они соответствовали петлям. Так что вместо этого добавь немного на верхнюю губу и нос. В этот момент я также заметил, что по ошибке с неуместным полом я воспользовался этой возможностью, чтобы разорвать крайнюю петлю и добавить еще одну петлю, которая нам понадобится в то же время. На данный момент я также использую F для добавления и переносимого инструмента как взаимозаменяемые. Просто добавь дополнительные петли и продолжай заполнять соединение там, пока грани не станут слишком тонкими, если ты продолжишь на этом этапе, как и в аннотациях. Имеет смысл добавить сдвиг направления с помощью другого опроса, чтобы получить нужное нам количество граней. Так что с самого начала они добавляли новые лицевые петли, которые уходили в другие стороны, чтобы оттуда создать квадратное пятно на переносице. Область бровей довольно сложная, но мы вернемся к этому через мгновение. Выдели границу квадратного участка и вытяни его до зеркальной точки, и он должен быть привязан к ней. Если в модификаторе Mirror включена обрезка, то вырежьте несколько дополнительных кромочных петель, чтобы поддержать кривизну поверхности и соответствовать количеству петель на носу. Тогда наведи мост и в этой области. Не забудь отметить значок как напоминание о текущем потоке и пульсе. Давай пока оставим брови такими и продолжим со щеками. Поскольку щеки — это такая большая пустая область лица, они заслуживают своей собственной повязки. Поскольку единственная клевета, которая должна произойти на них, это в значительной степени слегка сдвинуться и растянуться, и если вы надуете щеки, чтобы получились квадратные пятна. Все, что нам нужно, поскольку все, что нам нужно, уже есть. Просто выбери верхнюю петлю и убери вниз. Затем прорежь дополнительные кромочные петли и соедини с другой стороной. То же самое с круглой нашивкой, обрамляющей лицо, отметьте швы, и теперь вы замечаете, что нашивки принимают гораздо большую форму, чем раньше.
Внешняя сторона повязки на щеке в этом случае будет трехполюсной, так как мы хотим продолжить круговую петлю, обрамляющую лицо. Теперь у нас могут немного закончиться петли, так что добавь еще немного, чтобы квадрицепсы получились красивыми квадратными, а не вытянутыми прямоугольниками. Это также облегчает соединение петли с другими областями, как и раньше. Теперь, когда круглая повязка на глазу почти закрыта, мы можем вернуться к вопросу о бровях. Лицевая петля, обрамляющая патч, абсолютно должна вести обратно в себя. Но теперь мы потеряли форму ориентира, так что сверху нужно сделать еще одну петлю, чтобы завершить это. Ты можешь снова включить аннотации к ориентирам и попытаться сопоставить их как можно ближе еще раз, соединяя патчи. Ты будешь постоянно сталкиваться со сложными частями головоломки, которые нужно решить тем или иным способом. Теперь, когда петли хорошо соединены, у нас есть бедняки в месте, которое на самом деле не идеально. Так что убери лицо здесь и просто залей оставшуюся часть пластыря, выдавливая до зеркальной точки и вырезая необходимое по крайней мере. Не забудь потом пометить швы. Остальная часть внешнего патча также может быть исключена и подключена. Последнее, что нужно заполнить. Теперь нос. Отключи модификатор зеркала для режима редактирования. Если другая сторона слишком отвлекает, то, что мы хотим для формы носа, это в основном квадратная накладка, соединяющаяся от верхней губы до переносицы. И лед на нижней стороне, тогда будет круглая накладка для остановки носа. Так что давай исключим некоторые края отверстия для носа и убедимся, что опросники находятся не по краям, а вокруг всего. Вместо этого добавь несколько дополнительных краевых петель, чтобы получился красивый круг, так как они приведут к отверстию в геометрии. Это нормально, если количество петель неравномерно, но если вы планируете заполнить область в конце коридора, убедитесь, что у нее четное количество краев, чтобы упростить заполнение области. Теперь закрась оставшуюся часть квадратного пятна на носу. Я отметил в аннотациях еще один опрос, который сделает возможным переход от квадратного участка к круглому. Не следуй в точности аннотациям. Конечно, ты не можешь предсказать каждую проблему, которая возникнет в головоломке. Так, например, я создал дополнительную круглую заплатку вокруг носа, прежде чем заполнить квадратную заплатку в центре. В качестве примечания. Я забыл отметить это как сцену, но теперь она есть, когда все патчи соединены и выложены. Следующая задача — добавить еще несколько петель, чтобы поддержать кривизну поверхности и сделать кварц в целом более квадратным в глазнице. Петель может быть больше, как и на щеках. Если патчи хорошо закрыты и соединены, этот процесс должен пройти очень гладко. Просто не забудь вручную добавить петлю вверху и внизу в уголке рта, так как после этого мы оставили там отверстие, речь идет о настройке размещения петель и куплетов. Сейчас здесь немного беспорядочно с неровными и неровными линиями.
Один из способов исправить это — настроить элементы по отдельности, но на данный момент есть лучший способ. Перейди в режим лепки и выбери слегка расслабленную кисть своей кистью. Ты можешь подталкивать и сглаживать геометрию, не меняя общую форму объекта. Это золото для процесса перестройки топологии. Убедитесь, что модификатор поверхности разделения отключен для этого, так как это просто отрицательно повлияет на скульптуру. А также скопируйте и нанесите термоусадочную пленку, чтобы была применена привязка. После этого петля в центре, возможно, покинула зеркальную ось, так что просто верните ее обратно в центр в режиме редактирования. Теперь продолжай сглаживать участки, чтобы усреднить их выравнивание. На форму объекта это не повлияет. Но убедись, что петли не смещаются слишком сильно с того места, где они должны быть. Также будь очень осторожен, чтобы не сглаживать открытые границы, так как они будут сжиматься в остальную геометрию при сглаживании этой кистью. Не забудь добавить дополнительные петли, чтобы поддержать изгиб губ, а затем прикрепить их обратно к поверхности. Во время этого процесса в уголке рта образовалось гораздо больше петель, поэтому попробуй соединить петли и на губах, чтобы мы оставили этот маленький четырехугольный ромбовидный зал в углу. Снова переключи цвет в затенении, если станет слишком трудно разглядеть, что ты делаешь. Тоже оставь пока все это там, как и раньше. После некоторого дополнительного сглаживания и подталкивания пришло время для следующего шага — добавить увеличение и во время последней небольшой настройки.